Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Тема расклада «Подсказки Вселенной». И сразу же, да, я хочу сказать, скажите свое имя и ничего не спрашивайте. Вот такой вот расклад будет. Знаете, он как будто бы вот пришел именно в тот момент, и вы его смотрите в тот момент, когда действительно начнет действовать вот что-то такое вот сверхъестественное, которое поможет вам исправить какую-то ошибку или исправить какую-то ситуацию в жизни. Вот такой сегодня расклад. Так что давайте смотреть. Скажите свое имя и ничего не спрашивайте. Будем смотреть, что карты скажут, подскажут, откроют, направят. Вот. И да, буду смотреть, что было, что сейчас и что будет. Отсюда будем брать то, что нужно. Обязательно. Обязательно. То, что нужно, будет в этом раскладе именно для каждого из вас. Вот будет свое. Так, говорите свое имя и маленькую сигнификацию, как всегда, сделаю. Что карты сегодня про вас скажут? Беготни много, усталость есть. Такое впечатление, что время не тянется, вы не ждете чего-то, а оно как будто бежит. Бежит, 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 и не успеваете. Такое впечатление, что вот раньше ждали чего-то, а сейчас раз, и уже это время пришло. Как будто бы хочется, я не знаю, здесь. Вот смотрите, есть такое, мне пришло, что вы вспоминаете маму или бабушку. Именно да, вот это я вижу, маму или бабушку. Вспоминаете, когда вы были еще юной или даже ребенком. Что вам они говорили, вот как это было? И было совсем по-другому. То ли вас предупреждали, говорили, вот придет время и будет все бежать. Ты успей сделать что-то самое главное, чтобы не потерять это. Я не знаю, что-то такое идет из прошлого. Уже в сигнификации, хотя я не выложила еще карты прошлое, настоящее и будущее. Были разговоры у вас с мамой, с бабушкой, что вот сейчас можно успеть все, что ты запланировал, потом не будешь успевать. И была какая-то подсказка уже тогда, в юности вашей, даже в детстве. Может быть, вы не понимали этого, но что-то было. Вот как будто бы вы прошли, вот погуляли, да, вот с утра вот покушали, прошлись куда-то, погуляли, сходили, не знаю, учеба, либо еще садик, я не знаю, вот какое-то такое, вот давно-давно, ну, смотря сколько вам лет, да, но такое впечатление для меня, как будто бы это давно было, может быть, это было вот совсем недавно, а кажется, как будто бы давно. И успели, не знаю, там бабушка, мама успели приготовить, успели куда-то сходить, что-то принести, купить, успели даже побелить потолок, успели уборку сделать, шторки постирать. Что-то вот так вот. И еще и поспать днем, если надо, да, либо там просто посидеть, отдохнуть, что-то посмотреть, тот же телевизор, или просто поболтать с кем-то на улице. И до вечера еще, ого, сколько всего, и вот встречает бабушка или мама с работы, с учебы кого-то, да. День был другим, но вам была подсказка. Кстати, многие знают, многие понимают это, да, что день был другим, что сейчас вот как будто бы действительно вот у него часы в руках. Следующая карта. Здесь как бы черепашка, да, вроде бы как медленно, но слезы. Это значит, даже черепашка уже вот хочет вернуться обратно, да, а не бегать сейчас. А здесь как открытые глаза. Как будто бы прояснение есть, понимание есть. И что-то из прошлого вам как подсказка идет. Сейчас по картам посмотрим.
Ну и ответы на вопросы ваши тоже будут здесь. Что-то было. Что вам подсказали? Но здесь именно вот, хоть и король вышел, но я вижу энергию мамы или бабушки. А мужчина выходит, это проводник. В вашей жизни присутствовал всегда мужчина-проводник. Это либо действительно батюшка в церкви, да, в которую вы ходили, допустим, или даже ходите. Это может быть и ваш дедушка, папа, сын даже сын. Может быть очень сильный проводник брат. От него тоже очень теплая энергия. Вы чувствуете друг друга. Иногда, если у него что-то болело или болит, вы тоже это чувствовали, не обращая внимания иногда. Вот есть такое. Вам была подсказка. Ну, знаете как? Общий расклад просто. Вот все сразу отовсюду я не могу взять. Я вижу, не спеши сегодня. Не спеши. Семерка — это, с одной стороны, надо успеть, надо туда-сюда сбегать опять же, да? Да и валет треф тоже. Так, работа, так, беготня, ну понятно, но здесь почему-то идет не спеши. Ты все сможешь, у тебя вообще все получится. Просто спокойно расслабься, и ты свой день увеличишь. Расслабься, и ты свой день растянешь, увеличишь, он станет больше. И это будет вам как будто бы, ну вот, во-первых, радость, понятно, да, потому что вы будете действительно спокойны и успешны. Вы будете брать свое. А вот в чем подсказка? Если кто-то из вас сейчас понял, о чем речь, напишите мне в комментариях. Потому что иногда я вижу, но пазлы собрать тяжело. Видите, как на ухо подсказка какая-то. Какая-то вот есть подсказка здесь. Не спеши, делай свое дело, у тебя все по плану. Придет момент, придет день. Это будет 7-й день, 7 число, 7-й день недели. Это будет, не знаю, это что-то семерочка, 7. Ну реально, вот эта карта как говорящая. И ты увидишь, что начинает в твоей жизни что-то меняться. И меняться очень в хорошую сторону. Кто-то из вас спрашивал по поводу чистки квартиры, да, дома. Смотрите, что душе угодно, в тот момент, когда вы это будете делать, то и говорите. Потому что в каждом раскладе я чувствую энергетику, энергию, и именно эти слова сегодня говорю. Если вы их услышали, запомнили, это ваше. Если нет, значит что-то будет другое. Смотрите, сейчас я вижу, вот как навсегда, да, это реально очень сильно. «Отче наш». Это реально очень сильно. Вот эта молитва «Отче наш», вот ее говорите от входной двери по часовой стрелке. Проходите свечкой церковной, в каждом углу делаете крестик. От начала до конца. Вот вы начали «Отче наш», и в конце вы его закончили как бы «Отче наш». Ну как бы еще 3 раза. Желательно, конечно, и в каждом углу говорить «Отче наш», но это слишком много. Желательно говорю почему, потому что вот не заканчивая, но это тоже как бы много может быть. Чувствуйте сами, вот ваша, понимаете, ваша энергия. Чувствуйте сами, но не меньше 3 раз. Начало, середина, конец. Как бы вот всего обхода вашего дома. И 3 раза сказать вот «Отче наш». Крестики делайте. Либо
Вместо свечки можно взять святую воду и просто вот зеленой травкой, там, петрушкой, да, делать опять же крестики этой водичкой. Петрушку макаешь и делаешь крестики от входной двери по часовой стрелке в каждом углу, что ты будешь обходить, комнаты, туалеты, там, кладовки, и заканчивая этой дверью. Это вы сделаете чистку. Опять же, да, подсказки Вселенной с сигнификацией. Я услышала ваш вопрос, я его сказала здесь. Дальше. Я вижу вопрос по поводу здоровья. Как будто бы вы стоите спиной, как вам сказать, не понимая, что делать дальше. Что делать дальше? Потому что есть проблема со здоровьем. Но я не могу сделать в общем раскладе чисто личный для вас. Я сделаю, ну как сказать, я делаю расклад, но я скажу то, что чувствую, как ответ, чтобы самое главное было. Чтобы было самое главное. Ну как ответ, да? Мензура, или как она там называется, микстура, мензурка, я не знаю, как еще назвать. Странные слова идут от меня иногда, очень странные. Но здесь что-то действительно как понимание. Может быть, оно все связано, что вам мама, бабушка говорили. Опять же, да, чистка квартиры, по здоровью, увеличение дня вашего, чтобы действительно вы успевали, а не просто и все. И сколько мне лет уже, да, ого-го, я ничего не помню. Вот здесь идет остановка, реально с какого-то 7-го дня, может быть, 7-й день после того, как вы смотрите это видео, и вы четко прочувствуете. Вот я чувствую, честно, я тоже этого хочу. Я надеюсь, что с этого расклада и мне пойдет. Я как бы не имею права себе расклады делать, но я когда чувствую вот эту чистую, сильную энергию, я тоже очень надеюсь, что и мне пойдет вот какое-то свершение, да, что ты хочешь. По поводу здоровья тоже может какая-то подсказка была. Вернитесь к травам, может быть, так есть подсказка, да, какая-то трава, которую вы действительно, вот травку, там, ромашка, полынь, еще что-то вы заваривали, умывались, может быть, пили, я не знаю, смотрите сами, да, можно вам это или нет, было это в вашей юности, вы видели, что бабушка, допустим, делает, мама, да. Может быть, просто реально свежий воздух, как вот звоночек к чему-то. Нужно побольше бывать на свежем воздухе. Что у вас болит? Выберите себе какой-то... Во-первых, нужно точно знать, что у тебя все будет хорошо. Настолько сильно сделать себе эту уверенность, что эта уверенность принесет вам ого-го какую пользу, без всяких лекарств. Это проверено на моих, не знаю, близких людях. Потому что реально тот, кто начинает в это верить, он это получает. Он это получает, потому что высшие силы просто включаются в процесс. Ага, ты уверена? Получай, говорят высшие силы. Ну и по поводу вот этого, вот я траву увидела, не знаю почему, вот это вот сухие травки. Может быть... Знаете, еще вот здесь я вижу, как будто бы повернись, у тебя дома что-то есть, икона, может быть, от бабушки, мамы, да, передалась вам, вещь какая-то, может быть, есть, я тоже вижу, говорю общий расклад, смотрите, что вам откликается. Я вижу маленькая бутылочка, флакончик с очень-очень старинными духами, либо с какой-то, не знаю, еще с чем-то. Ну вот как флакончик, может быть пустой. Если пустой, наберите туда святой воды или со святого источника что-то, не знаю, какие-то места будете посещать когда-то, песочек там какой-то, да, ну что-то такое важное, опять же, это тоже будет к вам как оберег для продления жизни, для улучшения здоровья, для очищения своего дома. Это тоже будет во благо. Вот такое вот. Это я ваши вопросы от кого-то услышала. Вот говорю, как бы общее такое, да. Я точно знаю, что вот с какого-то 7 числа вас действительно как переключит.
переключит на что-то вот новенькое, и ты это будешь получать. Страхи, да, будут присутствовать в вашей жизни, будете чего-то пугаться, бояться. Жизнь есть жизнь, без этого никак. Но знайте точно, что в заварушку, или это даже маленькое слово, во что-то такое вот отвратительно тяжелое вы уже не попадете. Вот после этого расклада вы как будто бы со своим ключом-оберегом. И вы обойдете ловушку, если она такая будет вот сделана какими-то чужими людьми, какими-то, не знаю, вашими завистниками. Может быть, просто даже не завистника решил скинуть, а вы все равно обойдете. Это однозначно. Я это очень сильно чувствую сейчас. Поэтому я такой именно расклад. Хотя с первого раза я хотела просто вот что было, что будет, что есть, что будет посмотреть. Но думаю, начну с сигнификации, потому что чувствую какой-то прилив. Прилив очень-очень хороших энергий. Они ваши. Они на этом раскладе, они ваши. И да, не забывайте, только на Ютубе. Только на Ютубе. Если смотрите на других платформах, Рутуб, Дзен, там, Яндекс, да, еще что-то, меня там нет, это ворованные видео, поэтому энергии там, да, не будет. Такой, которая сейчас вот переходит с расклада на вас. Возвращайтесь в YouTube. Я очень надеюсь и, кстати, верю, что у того, у кого выключили YouTube или как-то он плохо показывает, все равно включат. В свое время это придет. Обязательно. Но не забывайте, да, на YouTube я. Только на YouTube. Анна Тарот и Ананки Тарот. 2 канала у меня на YouTube. Ну, давайте посмотрим, что было, что будет. А ну, сейчас еще пару карт. О, туз, письмо получите какое-то, или смс-ку, звонок будет очень важный. Побежите в какие-то очень интересные, важные дела. Это ладно, но само то, что вы как снимете с себя какой-то груз, какие-то закрытые глаза, да, вот тут как и груз, и закрытость, и ну, такое непонятное что-то, да, на лице маска. Это вот идет сейчас как открытие. Вы действительно хотите что-то изменить, вы действительно хотите что-то отобрать. Отобрать свое, причем не чужое. Вот по вот этой карте. По тузу пик, тем более он выходит ну, с тузом бубен. Это неплохо, это неплохой знак. Это значит, что меч в ваших руках, и вы вообще страстный человек к жизни. Любовь, может быть, да, страстная у вас обязательно. Как бы вот это ваше, не знаю, писание, да, жизненное. Но здесь по вот этой карте страсть, она может еще проявляться просто к жизни, к путешествиям, каким-то, не знаю, интересным хобби, которые вас наполняют этой энергией, да. Ну вот это ваше. И вы вот тот человек, который действительно сейчас как энергию, вот как письмом вот этим, да, вы забираете. Вот вы забираете то, что хотите. Свое, еще раз повторю, свое. И вы даже вот по этой карте еще раз можно вернуться, да, после всего и сказать, вы под защитой, вот такой блок есть, что плохое к вам уже не притронется. Но то, что не ваше, а накиданное, снимется. Однозначно. Однозначно. Да, по этой карте вижу, вы переживаете за какие-то моменты. У вас даже есть, я чувствую, такие слова. Например, вы можете сказать: «Я не хочу быть в непонятных, мутных ситуациях и отношениях». Есть такое? Понятно, естественно, есть. Какие-то вот, может, и были у вас в жизни, и вы опять говорите: «Я не хочу больше быть в каких-то непонятных, мутных отношениях, либо ситуации». Вы можете сказать: «Я буду радоваться своей победе», но через время вы поймете, что
Это не ваша победа, или вы уже поняли, что это не ваша победа, и вы радовались не тому, а вот то, что должно быть, вот оно рядом. Понимаете, есть такие ситуации, когда да, ты радуешься, и ты думаешь, что ты прав, а потом оказывается, что нет. Вот теперь ты прав, и теперь ты здоров, и теперь ты действительно под оберегом большим, и вот этот расклад именно это несет. Я не знаю, есть ошибки, есть какие-то, что вы прожили, перешли через это, да, прошли через это. И перешли, как перешагнули, вижу. Вы идете, о, на солнце, да, по тройке жезлов открываются новые пути, и еще и солнце. Видите, две карты выскочили, еще и солнечные пути. Вы в сердце несете очень такой какой-то, может быть, большой ком, не знаю, камень, да, но вы потому что очень сильно притягиваете, принимаете к сердцу. У вас, да, есть такое, смотрите, аж десятка выходит по поводу сердца. Вы с живой, сильной душой. И вам очень больно иногда бывает, если не постоянно в последнее время. Но здесь идет скидывание этого. Вот я четко вижу, тут идет скидывание. Да, колесница. Вы прорываетесь, вы выходите из этого. 100% ответ. То, что я вижу, и карта подсказывает. Я вижу еще неизвестного человека рядом. Девятка кубков, радость принесет этот человек вам, вы будете радоваться. Очень хороший человек. Может быть, вы его сейчас не до конца знаете, но скоро вот откроется вам. Либо новый человек какой-то идет в вашу жизнь, который принесет вам радость. Вот такое еще вижу. Так, карты давайте. То, что было. Я по-быстрому, долго не буду. То, что сейчас, то, что будет. И хочу еще две колоды по-быстренькому, да, взять. Так, то, что было, то, что сейчас, то, что будет, и оракул, как дополнение. То, что было, то, что сейчас, и то, что будет. То, что было. Рыцарь жезлов, ну, огонь, влюбленные отношения, всадник, перевернутый всадник, как разорвались, да, ушли. Здесь, в принципе, перевернутый аркан, наверное, взяла, ну, значит, такой ответ. Смотрите, любовь у вас в жизни была, многое отдавали вы любви, много отдавали. Вы действительно человек с большой душой, очень сильные карты вышли. Рыцарь жезлов – это рыцарь огня. Вы всегда в трудный момент везде можете оказаться. И да, вы набрались, может быть, и болячек себе. Может быть, просто вот этот вот как ком на сердце вижу, да, такое вот. Любовь была, но любовь разорвана третьим лицом. И да, вы как будто бы убежали из этих отношений, либо вас как откинуло из этих отношений. Пережили вы боль, разлуку, пережили вы предательство. Влюбленные просто так тоже не выходят. Влюбленные — это как будто вмешательство в очень хорошие отношения, но было вмешательство на разлуку. Ну, потому что как третий лишний все равно, что идет. Сейчас вот этой картой еще дополню. Как третий лишний. Ну, вот как восьмерочка. Хочется реально по этой карте. Хочется вот убежать от чего-то, но забрать свое. И отдать то, что покусали. Да, хватит мне делать плохо, хватит мне делать больно. Пришел момент, вам отдают. Отдают ваше счастье. Но это отдают не потому, что люди так хотят. Или не люди, даже скажу, потому что есть в вашем окружении не очень хорошие люди. Это мягко сказано. Это судьба. Это судьба, это ваши ангелы-хранители, это Вселенная, она сейчас будет открываться. Она сейчас будет открываться. Будет просто вот две карты. Смотрите,
Хочется вот отдать, и либо забрать, и вот стоят, протягивают. Это через высшие силы, это через ваш оберег, может даже через этот расклад. Сильные слова, которые вы можете сказать, да, даже очищая свой дом, вы очищаете для себя пространство ваше, куда уже ваш враг не залезет, а то, что вам было накидано со сторицей, им вернется. Ух, они будут плакать, они потеряют много. Кто-то деньги, кто-то даже здоровье. По вот этим картам. Кто-то любовь потеряет, которую украл у вас. Вам дверь открывают высшие силы, ангелы, проводники. Вам открывают двери. Видите, какая карта? Это то, что вам пришлось пережить. Да, здоровье было потеряно по вот этой карте. Ну, как будто бы вроде бы такой сильный должны были быть, да, сильным человеком. Но в какой-то момент раз, и как на убыль все покатилось. Вы, кстати, всегда выглядели моложе своих лет. Сейчас может вам казаться, что этот момент пройден. Нет. Опять скажу, с 7 числа посмотрите на себя. Или через 7, я говорю, либо через 7 дней после вот этого видео, либо 7-й день недели, либо 7 число, не знаю, ваше день рождения будет, либо какая-то встреча в этот день произойдет, вот, либо просто, да, вы проснетесь 7 там, числа это, там, месяца следующего или этого, вот, когда вы смотрите это видео. Но что-то будет. Вот посмотрите на себя в зеркало, вы себя по-другому увидите. По-другому. У вас как будто бы наконец-то Вселенная перестала бежать вместе с вами, потому что вы успокаиваетесь, и Вселенная останавливается и идет медленно. Это важный расклад. Я говорю, я хочу, чтобы он и мне был тоже этими энергиями. В конце обязательно здесь на ютубе скажу слова, ну, уже когда выключу расклад. Слова, чтобы никто, я не хочу, чтобы их слышали враги, которые смотрят. Иногда, да, иногда это видео вместе с вами смотрят ваши враги. Нет, знайте точно, если такой вопрос у вас был, знайте точно, что они не получат от вас хорошего. Они наоборот еще и отдадут обраточку. То, что воровалось у вас, не плохого, а хорошего. У вас же хорошее воровалось, значит, хорошее вернется. То, что у вас накидывали, допустим, плохое на вас, вот плохое туда вернется. Нечего, чужое, да? Не беру чужое, в общем. Так что здесь не бойтесь. Я говорю, когда видео заканчиваю, я на ютубе обязательно читаю молитву, читаю слова, чтобы все четко было для вас в вашей жизни. Все так, как надо. Так что, если да, смотрят, да, я знаю. Тот, кто ворует, тот, кто действительно хочет плохого. Да, мне пишут плохие комментарии, да, мне ставят дизлайки те, кто действительно злится очень сильно за что-то. Либо просто, ну, если просто не нравится, ладно, проходите, да, кому так. Но есть враги, есть. Нет, нет, им дорога в вашу жизнь через эти расклады закрыта, закрыта. Я делаю здесь обереги, закрытия и обраточку. Просто зеркалю своими словами. Так что и враги, которые сейчас слушают, и для меня, да, знайте это. И для вас, кто хочет хорошего в жизни и никогда не дает плохое, будет оберег и защита. И для меня тоже. Так что нечего сюда соваться. Хочу отвернуть прошлое. Давайте смотрим настоящее, да? Ну, это я аркан перевернула. Но это, в принципе, может быть, так и надо было. Буду рассматривать и так, и так. Пятерка монет на сегодняшний день. Почему вам так? Кому-то одиноко, кому-то... У кого-то денежки на пределе, плоховато с деньгами, да? У кого-то одиночество на сердце бьет. И в то же время туз кубков, эта карта говорит, ну подожди, ты почему так думаешь? У тебя уже ручей жизни закрутился, уже включилось что-то. Вот эти карты,
они как будто бы реально дополняют друг друга. Пятерка монет — это пустота, это одиночество, это боль, разочарование, это плохо. Это плохо, это когда ты вот остаешься и думаешь, да что ж такое в этой жизни. Но рядом-то туз кубков — это святой источник через эту карту в вашу жизнь, в ваш дом сейчас идет. Это значит, что ты чистишься, ты уже прошла тот период, когда действительно ты в гонке забыла себя. Или действительно тебя обворовали, или действительно на тебя выбросили свои болячки там, или еще что-то, да. Может быть, любовь, реально отобрали любовь. Вот, восстановление. Вот на данный момент в вашей жизни идет восстановление. Это письмо, оно как, да, послание. Можно сказать, что если перевернутое, значит враги не доберутся. Ну вот, да, не доберутся до вас. Да, в принципе, даже если не перевернутое, оно все равно под печатью. Все, на сегодняшний день вы действительно на пороге своих очень больших интересных событий. И вот это письмо, да, на сегодняшний день говорит, этот расклад действительно как письмо под печатью сейчас идет. Как действительно, как и свечка здесь есть, вы очищаете свою жизнь, да, и вы открываете новую страничку, новое послание от самой Вселенной. Ох, это много. Это много, это прекрасно. Нет, в следующем раскладе я постараюсь все-таки более так приземленно посмотреть, какие люди, что. А здесь именно энергетический поток. Хочется его не упустить, не упустить. Подглядывают эти, но ничего не смогут сделать. Ничего не смогут сделать. Слушайте, я вижу здесь реально. Я вот тут увидела, и тут же король выходит. И новый человек идет в вашу жизнь. Если мужчина смотрите, да, может быть новый друг, новый, не знаю, работать будете вместе. Очень хороший человек, и перспектива с ним, да, у вас будет завязываться что-то нужное вам. Просто по сценарию нового, как, не знаю, сериала вашей жизни, давайте так скажу, да, так приземленно чуть-чуть. Может быть, и это как бы вы, и скоро вы станете как открытием для какой-то очень важной женщины, которая вот ждет вас. Есть какая-то женщина, которая вас ждет. Если вы женщина, девочки, да, мои хорошие, я в основном так расклад делаю, гадаю, да, на картах для женской аудитории, но мужчины, когда смотрят, тоже можете немножечко переворачивать на себя, потому что это послание тоже и для вас идет. Ну, особенно те, кто нашел этот расклад. Вот, а не пропустил мимо. Уверенно говорю. Мужчина, новый мужчина идет в вашу жизнь. Очень интересно. Опять же, может быть, реально с ним будете работать или какие-то деловые отношения будут, а может быть и для всех любовь именно. Вот любовь, которая заживляет раны. Вот такое идет в вашу жизнь. И здесь это выходит на настоящее, значит, вы уже на этом пути. Ну вот как проявляется. Тут не цветное, а тут, я говорю, как цветное и открытие. Действительно, как проявляется. Мужчина, вы проявитесь со своим даром, со своим каким-то, не знаю, предназначением. Вы будете радоваться. Девочки мои хорошие, вы будете радоваться мужчине какому-то. Но здесь больше как либо друг, либо мужчина в жизнь. Вот такое. По поводу женщин, друзей... Есть подруги, может быть, да, такие вот легкие, или будут, или есть, может быть, родственницы, девочки такие хорошие, да, с перспективой тоже. Но здесь отношения, здесь общение. И, в принципе, да, по шестерочке червей тоже будут какие-то хорошие разговоры и очень такие приятные и нужные отношения и связи с родными, с людьми, да.
Если у кого есть переживания по поводу дочки, внучки, все будет хорошо, будет разговор, все хорошо будет. Шестерочка вот это вот говорит, исправление идет опять же. Как это слово сказать? Ну как... Ну вот когда человек болеет, он потом вылечивается, да, излечение. А здесь, может, и болезнь может быть, но оно как выходит уже на излечение, но не обязательно болезнь. Я вижу еще что-то, что не получается у вашей дочери, либо внучки, либо племянницы, может, младшей сестрички. Тоже как и мужские энергии идут, и женские, но то, что вижу, говорю. И тоже идет как избавление. Как будто бы избавление, что-то такое вот чистое очистит. Чистое очистит. Может, опять же, как сначала, почисть дом, и ты получишь для всех твоих любимых вот это очищение. Тут же к вам в дом, кстати, придет кто-то после этого. Как будто прибежит, как будто его что-то потянет в ваш дом, чтобы набраться этой же силы. Вам зло не принесется. Нет. Если придет враг, он это все плохое за порогом оставит, потому что у вас будет сила в доме. Как будто бы либо он не сможет перейти, да, пройти вот то расстояние, чтобы к вам приблизиться, что-то случится, кто-то там отвлечет, не знаю, либо он все откинет и быстренько уйдет, забирая и унося. Либо родной человек, который тут же после вот этого всего обряда придет к вам, он наберется нужной энергии, он очень будет счастлив в жизни. Вы как будто бы еще и тоже проводником являетесь. Вот как. Ух, и расклад сегодня много. Наверное, надо заканчивать, да? Потому что слишком много информации. Я тоже отверну. Пусть будет как под печатью, что все меняется и в лучшую сторону. Смотрим будущее. Монеты. Шестерка монет — это восстановление баланса весового, видите, весы. Восстановление в жизни баланса. Звезда. Новые пути, новые горизонты. Что-то интересное, очень интересное. Просто вас вести будет в этой жизни. Это и здоровье, это и высшие силы, да, как оберег от них через эту звезду, через вот эти вот послания. Это и любимый человек. И смотрите, здесь книга, там письмо, здесь книга. Где-то, да, перевернуто. Я говорю, я так аркан взяла полной колодой, поэтому и так считывать нужно и можно. Это книга вашей судьбы, которая где-то вот будет меняться через письмо, да, новая страничка, а где-то будет, я не знаю, вас радовать. Вас радовать. Если сама книга со звездой и балансом уравновешенности выходит, ваше будущее супер. Дай Бог, пусть будет так. Кстати, скоро где-то месяца через 2, я вижу, вы услышите очень хорошую новость, но нормализация будет немножко затянута, но все-таки вы выходите из какой-то сложной ситуации жизненной. За окном просветление идет, но через какое-то время. Потом резко что-то поменяется в каком-то резко. Вот что-то вас давило, что-то вас тревожило, что-то вас пугало. И оно резко просто изменится на другое направление. Да, в другом направлении тоже будут свои выкрутасы, но все-таки вы расслабитесь, успокоитесь и будете уже думать, как дальше быть с какой-то непонятной ситуацией. Я не могу сказать в общем раскладе, что именно вас тревожит. У вас у каждого это свое. Но я вижу резкий толчок, резкий, как перепрыгивает. Вот и шла дорога, раз перепрыгнула, тут тупик и дальше идет. Вроде бы многое, что будет тоже, но не так страшно и не так волнительно и пугающе. Да, что-то будет идти еще, потому что оно нужно, наверное, в жизни.
какой-то, я не знаю, это какие-то документы, может быть, это какой-то учет, что мне еще тут видится, это какой-то, как, как люди, которых вы боитесь. Иногда на улицу идешь и думаешь, а вдруг что-то будет не так, что-то как-то я не могу понять. Что еще я вижу? Продление каких-то контрактов, либо что-то, может быть, с бизнесом будет, резко что-то остановится и тут же перепрыгнет и пойдет в новом направлении с новыми правилами. Ну, что-то типа этого. Но тоже во благо. Пусть, да, где-то будут какие-то непонятные вопросы, ситуации тоже, но они будут раскрываться, и вы через время поймете, да, мне так больше подходит. Вот что-то как на исправление реально в вашей жизни идет. Такое вот увидела. Подсказки Вселенной сегодня очень сильные. Реально сильные. И да, это предсказание, это вот эта подсказка, это вот этот расклад, он уже, вот вы смотрите его, он уже начинает действовать. На моем YouTube-канале время. Наконец-то будете радоваться своему времени. Наконец-то вы как будто, знаете, проснетесь вот утром и скажете: о, какой сегодня день, слава Богу. И это будет вас очень радовать. Очень радовать. А что это за троечка тут? Ага. Что-то из прошлого вас порадует, но что-то и останется в прошлом. Но то, что останется, вы сами понимаете, и пусть, да, оно остается. А вот все-таки, как в начале, вот этот рак, да, выходит здесь. Тройка бубен. Вот с такой вот картинкой. Это больше как рак причесывается, да, с расческой. Это больше как... Ну, расчесываем мы голову, это значит, что мысли. Вспомни, что тебе говорила мама или бабушка. Вот идет даже в конце расклада. Сначала увидела это, и здесь, по этой карте, опять я возвращаюсь. Что вам говорили? Может, реально какие-то травки попить, может, реально какие-то, не знаю, там монетки пересчитать, положить, какое-то, не знаю, предсказание было, какое-то что-то, какую-то вещь, может быть, достать и поставить, и взять ее в руки, подержать. Иконы, может быть, да, вот посмотреть на них и обратно убрать, даже если вы так хотите. У каждого по-своему. Но просто, может быть, посмотреть, сложить обратно. Если они не стоят на видном месте, ну, значит, не надо, но за них подержаться, может быть, надо как раз, да, и обратно убрать. Может быть, не знаю, фотографии пересмотреть, может, на фотографиях что-то будет. Съездить на те места, вернее, места, да, или на те места, в общем, походить там, где вы были с мамой или бабушкой, когда-то ездили, да, может быть, они тоже какой-то энергией запаслись для вас, чтобы вернуть вас в нормальную жизнь, чтобы вы опять смотрели в зеркало и видели себя лет на 10 моложе. Но это всегда было и будет, так что не надо себя загружать, что вы не так выглядите. Ого-го, еще как, я здесь по картам точно вижу. Вот. Но ваша энергия внутренняя здесь передается на расклад, и она намного, ну, не знаю сказать, как моложе, чем вы на самом деле по паспорту. Я это чувствую, я не знаю, сколько вам лет, да, потому что расклад общий, но я чувствую энергию этого вот фона вот этого, да, соединения ваше, то, что вы смотрите, и Вселенной. Так что Вселенная сейчас на это вот через книгу, через звезду открывает вам как бы глаза, да, на это. Посмотри, ты очень-очень-очень хорошо выглядишь, поэтому давай включай свой зеленый фонарик, зеленый свет, да, и радуй людей тоже своим видом. Пусть они там завидуют. А кто-то просто увидит вас наконец-то, ту, которая открыта, или того, который открыт, да.
Потому что бывает, что мы закрываем себя. Но здесь после рака идет заяц. Зайчик такой, да, а зайчик быстро бегает. Но они вместе вышли, значит, у вас жизнь как раз-таки идет и будет идти нормально. Не быстро и не куда-то там удушающе назад, да. Вот, нормально. Как раз две карты рядом. Я говорю, здесь что-то вот, я не знаю, может быть, сходить в какое-то кафе, где вы с мамой были, там чай попить, там кофе, не знаю, что вы, да, пьете. Может быть, это вместо травок, что я вижу. Вот у него даже здесь в стаканчиках, в чашечках, вернее, что-то. Что-то такое идет, как подсказочка. Но для каждого из вас, кто смотрит сейчас этот расклад, будет свое. Вы должны почувствовать это. Что именно? Где-то действительно с чай сходить, там, не знаю, действительно кофе, там, капучино, не знаю, что-то попить, выпить коктейль какой-то. Может быть, действительно на святые источники съездить, водичку взять в какой-то флакончик. Реально, может быть, полынь посыпать. Кстати, на Троицу не забудьте. Посыпать полынь, да, или там раскладывать. Что еще? Что еще? Злиться на вас кто-то будет. Пара. Они муж и жена, либо брат и сестра. Но они будут на вас злиться, потому что у вас наконец-то начался период восстановления, а у них наоборот все из рук падать будет. И спотыкаться будут. Вот какая-то пара. Так, что здесь по четверке? Вы что-то для себя откроете в ближайшее время. Что вам было непонятно, вы через расклад поймете. Может, даже уже что-то представили, поняли, и что-то будет вот делаться, вот как делаться в вашей жизни. Действительно, как исправляться. Здесь как спиной, вроде как не знаю, а как, а что, а здесь открытие. И при том, семерка была, а здесь открытие после закрытия, да, как с 8-го дня. Это получается с 7-го это будет понимание, как возьмете свой вот этот вот восстанавливающий баланс в жизнь, да, и со следующего дня 8-очка идет, вы идете своим путем. Действительно, вы потихонечку, как надо, но очень счастливо и на выздоровление. У кого недавно была операция? Все будет хорошо. Такое я еще увидела. Да, вот как у нее, как ключ в руке, как ключик нашла. Действительно, и 7-ка. И опять 7-ка. Вот так вот. У кого-то была, или у кого-то, может быть, будет, все будет хорошо. Вот я не знаю, операция, да, мне тоже вышла здесь. Все будет хорошо. Но все, в принципе, по картам. 5-очка это тоже вот как ваше понимание, ваше знание, даже через этот расклад идет сейчас. И я еще раз скажу, вот этот как обволакивающий энергетический фон на ютубе моем, да, он идет вам в жизнь как благословение, скажу, от высших сил и ваших ангелов. Просто через вот это видео. Вот. Обязательно. Я когда начинаю расклад, я обязательно включаю своими словами, молитвами, чтобы действительно пришло то, что вам необходимо. Каждому из вас, кто найдет этот расклад. И в свое время. Да, обязательно. Ну все вроде бы. Давайте напоследок посмотрим, что еще карты скажут. Так, это я не отворачиваю, это все еще впереди. Давайте напоследок. Сейчас, ой, моя колода. Вот она. Давайте тут тоже 3 карты достану уже, как напоследок. Читаем, что карты скажут. Угу. Так, 10-очка – это боль, это выход и новые двери. Боль, ваши действия, ваше понимание. Рыцарь кубков – открытие вашей души и сердца. И здесь как математический расчет вашей судьбоносной книги идет.
Ну, это я опять же образно говорю, да, видите, там какие-то иероглифы и все такое. А это рыцарь кубков. Это значит открытие души и сердца. После болезненных, это десяточка, боль, разочарование, тяжелые ситуации, но открытие дорог. Это тройка жезлов. Это когда ты сбрасываешь этот груз, который возвращается на свои места, и вам открытие новых путей. Смотрите, во-первых, по поводу любви. Не знаю почему, но мне здесь идет такое послание. Плакать из-за дурачка в этой жизни не надо. Извините за слова, но мне такое пришло. Из-за дурочки и дурачка. Вот извините, но такое есть. Не стоит, не надо. У вас очень хорошая и интересная жизнь продлевается на будущее. Вы не знаете, да, или не знали, или не знаете до сих пор даже, куда идти, но у вас есть судьба, и все будет по плану. И по плану судьбоносному для вашего счастья. Такие карты прекрасные выходят. Значит, вы вовремя, значит, вы сейчас нужны здесь на раскладе. И этот расклад для вас. 100%. Я очень серьезно я чувствую это. Поэтому весь расклад говорю, я тоже хочу. Серьезно, потому что я это чувствую, потому в этом вот живу сейчас. Естественно, только для добра вот всегда. Смотрите еще. Вы не знаете, куда хотите идти, прийти, что делать, но открытие идет, и вы точно будете там, где надо. Смотрите еще, как будто мне идет такой вопрос от самих карт. А ну вот эту колоду. Сейчас. Я сначала задам вопрос, потом достану карту. Сейчас, на данный момент, после этого расклада, вот то, что вы услышали, вот сейчас именно, вам стало легче, чуть-чуть легче на душе, в каких-то энергиях вот подсознания, не знаю, вы чувствуете какой-то прилив хорошего или все-таки нет? Вот ответьте мне, даже в комментариях можете написать, но я хочу достать карту. На вопрос для вас задала, да, через этот расклад, но и карты. Хочу, чтобы они ответили. Луна, а лунный прилив, я думаю, вы чувствуете. Либо ждите вечером. Вот вечером что-то почувствуете, когда луна взойдет. Вот такое вот. Кстати, раз луна выходит на этот вопрос, на то, что я хотела у вас спросить, но и карты, чтобы ответили. Я, наверное, сделаю расклад лунные энергии. Что в ближайшее время на полную луну, на полнолуние лучше всего сделать? Ну, кому надо, приходите. Послушаем карты. И что реально на полнолуние нужно сделать, чтобы что-то притянуть к себе. Обычные деньги, либо, опять же, здоровье, либо просто очиститься от негатива еще раз, да, через Луну. Ну, я говорила здесь в раскладе про «Отче наш», вот то, что обойти квартиру, да, сделайте это. Вот. Я в ближайшее время тоже, кстати, свою буду так делать. В 12, кстати, сейчас вот подумала про себя и сразу вспомнила, надо в 12 часов дня, лучше всего. И желательно найти тот день, когда никого дома не будет. Животные, ладно, да, животные, ладно, что поделать, куда их деть. А вот люди, чтобы все поуходили. Кто-то погулять, кто-то на работу, а вы в 12 дня. Одна дома, и вот это вот самое лучшее. А по поводу Луны, да, я посмотрю еще. Может быть, что-то интересненькое карты расскажут. Но вам будет хорошо. По вот этой вот Луне, вот это же энергия, не знаю, Луны. Так что ждите в свою жизнь действительно хорошие перемены. И Солнце. И Солнце. Восход Солнца. Много радовать вас будет. Давайте еще тоже посмотрим в следующих раскладах, куда вы, может быть, поедете летом, допустим, да, каких-то людей увидите, может быть, или что-то действительно надо прикупить будет.
буду смотреть, что карты будут говорить, то и вам передам. Так что вот так. На сегодня все. Луна и солнце это вообще, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Пусть будет так, во имя всего хорошего, святого. Пусть все будет хорошо. Так, все, до следующего видео. Я с вами не прощаюсь. Увидимся, услышимся, на связи. Всего самого-самого доброго. Оставайтесь со мной.